Всем привет! На связи Харьков. С вами Алекс Моторный. Продолжаю освещать на канале «Жизнь в городе». Харьков постоянно живет в напряжении, подвергается обстрелам. Но, несмотря на это, готовится к новогодним и рождественским праздникам. Люди работают, отдыхают, гуляют в парках, открыты кафе, работают магазины и рынки. Что с обстановкой в Харькове? На этой неделе утром 18 декабря войска Российской Федерации нанесли удар по Салтовскому району Харькова. Россияне использовали беспилотник «Молния». Повреждена крыша торгового центра. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала. В одном из новостных выпусков на канале я рассказывал об этом типе БПЛА. «Молния» размером меньше «Шахеда» и стоит значительно дешевле. Если «Шахед» несет 50 килограммов взрывчатого вещества, то «Молния» всего от 3 до 5 килограммов. Расстояние, которое могут преодолевать эти летательные аппараты, до 40 километров. Впервые удары такими беспилотниками по Харькову нанесли в ноябре этого года. Вечером того же дня армия Российской Федерации массированно ударила из РСЗО по пригороду Харькова. Серию взрывов было хорошо слышно и в Харькове. По данным прокуратуры, били по поселку Циркуны. В результате обстрела 4 человека получили ранения и острую реакцию на стресс. Повреждены 10 частных домов, прилегающие сооружения, частное предприятие. А вот так были слышны звуки взрывов и прилетов по Циркунам в Харькове. А тем временем самую дорогую подземную школу Харькова строят на Салтовке. Работы обойдутся городу в 160 миллионов 700 тысяч гривен. Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета заключил соглашение с частным предприятием строительная фирма «Промтекс» на строительство укрытия возле школы. Это будет самая дорогая подземная школа не только в Харькове, но и в Харьковской области. Для сравнения, строительство первой подземной школы в индустриальном районе стоило в 2,5 раза меньше. Для этой подземной школы на Салтовке хотят закупить бельгийскую искусственную траву по 877 гривен за квадратный метр, видимо, для футбольного поля. Антикоррупционеры считают, что подрядчик, кстати, единственный участник торгов, мог бы и сэкономить. Сейчас в Харькове строят 6 подземных школ. В одной из них обучение планируют начать с 13 января. Также планируется обустроить классы на еще одной станции Харьковского метро. А мэр Львова Андрей Садовой и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских громад, в частности Харькова. Возможно, вы не знали, но в Харькове переименуют известный парк в индустриальном районе города. Активисты «Деколонизация Украина» обратились в Харьковский городской совет с просьбой декоммунизировать парк имени Маяковского. В ответе мэрии говорится, что идет подготовка к этому переименованию. Это должны рассмотреть еще на сессии депутаты Харьковского горсовета.
Я напомню, парк был заложен в 1930-х годах во время строительства поселка Хатызе на месте пустыря. На канале есть большое интересное видео с историей про этот парк. Кому интересно, посмотрите. Ссылку я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. В Харькове продолжают дешеветь квартиры на вторичном рынке жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследований рынка недвижимости за сентябрь-ноябрь 2024 года, которые провели украинский маркетплейс недвижимости Дім.Ріа и Ассоциация специалистов по недвижимости Украины. Средняя цена на квартиры в Харьковской области такова. Однокомнатная – 25 598 долларов, падение на 1%. Двухкомнатная – 40 372 доллара, падение на 2%. Трехкомнатная – 52 869 долларов, падение на 5%. Спрос на квартиры на вторичном рынке в Харьковской области с августа по ноябрь 2024 года упал на 1,4%. А вот на первичном рынке ситуация другая. Цена 1 квадратного метра в новостройках с августа по ноябрь в Харьковской области выросла на 4% и составляет 823 доллара. Это 12 место по стране. Традиционно в тройке лидеров Киев 1341 доллар, Закарпатская область 1189 долларов и Львовская 1108. Выросли и цены на елки в Харькове по сравнению с прошлым годом на 30-40%. Сейчас в Харькове есть 65 площадок по продаже елок. Также елки продают на некоторых рынках. Цена на новогодние деревья зависит от их размера. Сосна обыкновенная стоит в среднем 500 тысяч гривен, норвежская 2000-5000 гривен. Наборная елка на подставке ориентировочно 250-300 гривен. Цены на искусственные елки зависят от их размеров, материала, способа сборки, страны производителя. От 150 гривен за метровую сосну без декора до 11 тысяч гривен за литую елку высотой 2,5 метра. Харьков давно готов к встрече Нового года. Нарядный город уже видели многие. В Украине 25 декабря будут праздновать Рождество Христово, а 1 января – Новый год. Однако дополнительных выходных на эти праздники не будет. В Украине продолжается военное положение, во время которого дополнительные дни отдыха отменяются. А сколько же стоит приготовить кутью в Харькове в этом году? Как сообщили в Горсовете, по сравнению с прошлым годом кутья подорожала на 10-20%. Сегодня стоимость наборов для кутьи в среднем составляет от 40 до 260 гривен и зависит от производителя, веса, состава продукта. Обычно кутью варят из пшеницы или ячменя. Хотя сегодня часто можно встретить рецепты из перловки или риса. Готовится кутья трижды. На Святой вечер, на Щедрый вечер и в Крещенский вечер. Цены в харьковских супермаркетах на наборы для приготовления кутьи вы видите сейчас на слайдах. На железнодорожном вокзале в Харькове демонстрировали золотой мяч футболиста Андрея Шевченко. Это событие вызвало в городе небывалый интерес.
Сфотографироваться с наградой съехались дети и взрослые из Харькова и области. Все стояли в общей очереди и должны были успеть между сигналами воздушной тревоги. На время объявления угрозы золотой мяч прятали в безопасное место. Укрзалізниця запустила новый поезд между Харьковом и Днепром. Вот так он выглядит. Маршрут включает остановки в Лихачево, Лозовой, Павлограде, в Синельниково 2. Предусмотрены вагоны для велосипедов и пассажиров с инвалидностью. А это кадры разбора строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове, пострадавшего в результате удара кабом. Как видите, его почти весь разобрали.